Привет, меня зовут Аня Таранко, я ведущий мастер бренда Брови. И сегодня мы поговорим с вами про то, как приручить этого зверя, а точнее, как работать с корректорами брови. Для начала у нас есть две серии корректоров. Это органическая линейка, она у меня вот здесь, и неорганическая. Раз, два. В органике у нас 5 цветов, в неорганике 2. Подробнее поговорим про каждый из них. Органика, или как ее называют, гибриды. Желтый, зеленый, оранжевый, красно-оранжевый и лосось. 4 используются для бровей, лосось используется, как правило, для губ. Вкратце о каждом из них. Так, по порядку. Желтый корректор используется для нейтрализации сиреневых, сиренево-голубых оттенков. Не используется на ярких фиолетовых бровях. Если к вам приходит клиент с яркими бровями, мы берем либо лазер, либо ремувер. Мы не перекрываем плотный старый перманент. Перекрываем только фиолетовые, сиреневые, может быть голубовато-сиреневатые оттенки. Работать им можно как в 2 этапа, так и в один. Вы можете в одну процедуру перекрыть остатки, предыдущие желтым корректором, и сверху пройтись уже нужным цветом. Либо вы можете перекрыть остатки, подождать месяц, дать бровям зажить, и только после этого работать основным цветом. Второй вариант будет немножечко лучше, потому что будете прогнозировать цвет, вы будете видеть, как заживает, как смотрится корректор, какой в итоге получился цвет после нейтрализации, и сможете корректнее подобрать уже нужный оттенок окончательный. Если времени на это нет, то работаем по первому варианту. Зеленый корректор использовать мы можем в чистом виде для нейтрализации красных, красно-розовых остатков, которые именно вот в такую розовиночку отдают. Опять же, не перекрываем плотные цвета, перекрываем только легкие воздушные остатки. Работаем первым слоем. Первый проход делаем корректором по старому остатку и дальше сверху перекрываем уже нужным цветом. В некоторых случаях, если остаток предыдущий розовенький максимально прозрачный, мы просто можем добавить зеленый корректор в краску. В принципе, он даже будет неплохо в чистом виде. Можно его оставить позаживать на месяц, и потом только перекрыть основным цветом. Но я работаю зеленым корректором в один этап. То есть я сразу перекрываю и сразу же делаю процедуру. Оранжевый корректор – самый ходовой, самый популярный корректор во всей линейке органической. Используется для нейтрализации всех серых оттенков. Также используется добавочный корректор в основной цвет, в краску. Что делаем? Если видим легкие серые брови, перекрываем одним слоем оранжевого корректора и дальше работаем чистым цветом. Для достижения наилучшего результата прогнозируемого работаем в 2 этапа. Делаем коррекцию сначала цвета корректором, даем человечку зажить и дальше делаем процедуру уже нужным цветом. Часто я использую оранжевый корректор и просто добавляю его в краску. Иногда даже добавляю в губную краску. Если я хочу, чтобы у меня мой основной цвет зажил максимально тепленьким, я 1-2 капли на капсу капаю оранжевого корректора. В губы тоже, если хочется чуть-чуть подтеплить холодные губы, можно буквально 1 капельку корректора добавить. Красно-оранжевый корректор тоже популярный, но не такой ходовой, как оранжевый. Чаще всего используется для нейтрализации легких зеленоватых оттенков. Если, может быть, такое встречали, клиенты с серо-зеленоватыми бровями, не прям с зелеными кислотными. Зеленые кислотные мы отправляем удалять. А если такой легкий серо-зеленоватый оттеночек, можно использовать красно-оранжевый корректор для нейтрализации. Как правило, я его использую сразу в один визит клиента, то есть делаю перекрытие корректором только по остатку и дальше уже работаю чистым цветом. Также можно использовать красно-оранжевый корректор для нейтрализации холодных синих оттенков губ, сине-серых даже, чтобы они стали чуть теплее, и дальше использовать уже основной цвет. И последний наш корректор, лосось, используется, как правило, на губах для нейтрализации серости. Используется чаще всего на 5-м и 6-м фототипом по Фицпатрику, это афроамериканский и азиатский. Если к вам приходит смугленькая женщина, и вы видите, что у нее на губах нет розового цвета, а он такой больше серо-коричневый, мы берем лосось и работаем по этому серо-коричневому цвету. Как правило, у них слизистая более розовая, мы ее не трогаем, а по серо-коричневым цветам работаем лососем, подтепляем, даем губам зажить, она приходит на процедуру, и на процедуре уже используем основной цвет, который хотелось бы видеть в конечном итоге. Это была информация про органическую линейку. Дальше у нас неорганическая линейка корректоров, их здесь 2 штуки, красный и охристо-желтый. Если вы думаете, что здесь только 2 корректора, вы ошибаетесь, их здесь 3.
желтый, красный и желто-красный. А чаще всего я использую их в комбинации. Для нейтрализации всех серых оттенков бровей я смешиваю пополам красный корректор и охристо-желтый. Опять же повторюсь, что мы не перекрываем плотные цвета, мы работаем только с легкими воздушными серенькими остатками. Если же наш остаток больше в фиолетоватую сторону, мы используем охристо-желтый цвет. Работаем чистым вот этим вот цветом, плотненько перекрывая наш фиолетоватый остаток. И дальше уже поверх работаем основным цветом. Можно в этот же сеанс, можно перенести на месяц позже, дать бровям зажить. Если остаток больше в голубую, в серо-голубую сторону, не в фиолетовую, как в случае с желтым, а в серо-голубую сторону, голубую, может быть слегка в зеленоватую, голубо-зеленоватую, то используем красный корректор. Он такой у нас больше даже кирпичный, чем красный. Тоже работаем плотненько, потому что это не органика, ей нужно работать плотненько. Плотненько перекрываем предыдущий остаток. Можно в ту же процедуру, можно в следующую уже использовать основной цвет. Приятный цвет, в принципе, если вы будете перекрывать это все в 2 сеанса, то есть на первичке вы делаете только корректором работаете, а на следующий визит уже работаете цветом, то я думаю, что человеку будет не так-то уж некомфортно ходить с таким цветом на бровях, особенно если это какой-то рыженький человек. В чем смысл этой линейки, если у нас похожие цвета есть в органической серии? Смысл такой: если вы чаще всего работаете неорганической краской, то логичнее будет использовать неорганические корректоры. Давайте подытожим, как понять вообще, какой корректор использовать, какой цвет использовать, чтобы перекрыть нежелательные оттенки ваших клиентов. Берем круг Итана, находим наш цвет в круге, сине-фиолетовый оттенок, проводим диагональ, видим, что у нас здесь желтый цвет, и подбираем корректор, похожий на вот этот желтый цвет. В нашем случае это охристо-желтый из палитры неорганики. Я вам рассказала, как работать с корректорами брови. Увидимся в следующих видео.